Привет! Я сейчас буду раскладывать карты Таро на тему, что он там надумал относительно вас, что он там себе намечтал, какие у него планы, какие идеи в личной жизни у него, и есть ли вы в его будущем, как он мыслит свое будущее с вами или без. Это будет относиться абсолютно ко всем, и если вы мужчина, наоборот, можно себе сделать, независимо от возраста и вашего статуса. Если у вас нет пары, вдвойне нужно смотреть такие расклады, потому что убираются стереотипы, которые могли приклеиться к вам из прошлых жизней, из молодости, из детства, стереотипы относительно мужчин, женщин, потому что просматриваются разные варианты, уходят стереотипы, и вы обретаете для себя счастье. Я делаю предиагностику, а потом буду делать подробный расклад. Здесь я смотрю, какими картами будете окружены вы и он. Вот он, император у нас. Вкладываете в императора его голограмму, его двойника, для того, чтобы просмотреть ситуацию. Не нужно напрягаться, вот сильно-сильно загадайте, сильно-сильно задумайте. Нет, это не так. Это не так делается в магии, дорогие. В магии, если мы напрягаем ум, мы только мешаем, потому что в магии логический ум, да, вот этот передний мозг, он вообще на пользу никогда не идет, он наоборот мешает. Так что просто все нужно, что сделать, это двойника его, то есть голограмму мужчины, вложить в эту карту так бесстрастно, да, без страсти это нужно делать при гаданиях. Тогда все поднимется, все факты о нем. Теперь вы у нас здесь императрица или императрица, как я люблю сказать. У каждого свой сленг, да. Предиагностика готова. Карты я убираю назад в колоду. И я буду карты перемешивать, пока буду вам рассказывать. Но у вас великолепная жизнь впереди вас. Великолепно. И он, конечно, является очень важным игроком в этой жизни. Посмотрите, он смотрит на карту будущего. Это карта мир у него. Мир — это вы как пара внутри этого защитного такого оберега. Карта мир, конечно, представляет себе, что невзирая на лица, здесь все знаки зодиака, все стихии, я по стихиям, кстати, работаю. И это еще раз подтверждает правдивость моей работы по стихиям. Для вас карты гадают, конечно, как всегда. И он паж любви у вас, да? Он у вас паж любви. Карта вышла, я ее взяла. Он хочет, конечно, влюбленности всегда. Ну, немножко мечтатель такой. Я положу назад в колоду. Незначимые здесь у нас. Значимые эти карты при диагностике. Где он вышел, а где вы? Это ваша пара внутри. В этой одной фигуре представляется вы как единое целое. И у вас есть очень сильная 9-кратная ангельская защита. Очень сильная защита от любых недоброжелателей. Все сферы, все люди представлены в вашей жизни, которые могли бы быть в любом круге. Очень сильная защита. Семерка пентаклей. Здесь показывает, что он долго вас искал, долго выискивал. Если вы еще не встретились, вы обязательно скоро встретитесь. Если это для тех, кто в паре или поссорился, здесь однозначный ответ, буквально для всех, что он определился. Он определился, и он видит в вас много ценностей, много всего того, что его сводит с ума, много всего того, что ему очень-очень нравится. И он выискал вас, нашел среди многих и собирается с вами строить прочный союз. Вы в предиагностике, вот здесь ваша голограмма, ваш двойник. Тоже очень хорошие карты, кстати. 10 чаш показывает на семейное счастье с ним. И 3 жезлов показывает на возможности. Вот как сейчас есть, будет намного лучше. Это карта перспективы возможностей. Перспективы улучшения любой ситуации, которая между вами могла возникнуть. Это все со знаком плюс. Я очень довольна предиагностикой. Если бы карты были плохие, мы бы их восприняли как лекарства эзотерические. Но в данном случае это карты только хорошие вышли. Многообещающие. Абсолютно. Теперь я все собираю.
И мы будем делать развернутый расклад. Будет все о нем, вы будете внизу, потому что он будет именно... Вы будете впитывать информацию о нем, поэтому так, ну, немножко будет вас видно. Вот так. Итак, что же у него в планах? Спросим его. Вообще, что ты обо мне думаешь сегодня, да? Что ты обо мне думаешь сегодня? Угу. И что будет дальше в нашей паре? Что ты себе планируешь? Потому что каждый человек планирует. И высшая сила имеет тоже ответ. И здесь будет и ответ высших сил, и его человеческие предпочтения. Конечно. Это вы в отношениях сейчас. Почему-то вы с ним на ножах в какой-то степени, да? Это туз меча. Пробежала какая-то кошка. Где-то есть или охлаждение между вами, или же вы оба хотите добиться хорошей цели. Вы оба хотите объяснить себя. Оба хотите друг другу открыть, доказать, объяснить. Он в отношениях, шикарная карта, это король пентаклей, мужчина денежный. Если вы еще такого не встретили, встретите. Или вот ваш мужчина, он вот-вот будет очень денежный. Так что держитесь его. А может быть, я так сделаю, чтобы было тогда видно. Приходится модулировать, потому что очень важно, чтобы вы все карты просмотрели сама. Итак, так хорошо будет. Угу. Если у вас какие-то страхи, на что вы надеетесь? Но вы надеетесь быть его любимой. И карта хорошая, поэтому эта мечта абсолютно сбудется. Итог, совет, итог. Это карта Луна. Женское счастье, конечно, да? Женское счастье, на то, что вы надеетесь. Женское счастье с королем пентаклей, то есть мужчиной денежным, с которым почему-то вы немножко на ножах. То есть где-то внутренне у вас происходит борьба. Борьба, и вы не совсем открыты друг для друга. Где-то есть небольшое недоверие. Карта Луна, она объясняется тем, что и у него, и у вас были прежде отношения, и они разрушились довольно трагически. В общем, это не так, что полюбовно расстались, да, это расстались люди не полюбовно. И был раздел имущества, и, видимо, и у вас, и у него был раздел имущества, и не совсем справедливый раздел имущества был, да. Итог таков, что желательно, чтобы с этим человеком такого, конечно, не было. Шестерка жезлов говорит: вы не волнуйтесь, это абсолютно новый человек, другой, и его отношение к вам не будет плохим, а наоборот, он заботится о вас, когда работает. Вот здесь он мужчина работающий, строящий, как вы видите. Тройка пентаклей, он строит отношения с вами, сделает вас, женщиной, обеспеченной, как за каменной стеной будете жить. Будете с ним счастливы. Ну вот, видите, опять вышла семерка пентаклей. И говорит, что вам, кстати, можно тоже свое дело открывать. У вас получится. Это расширенный кельтский крест. Он все показывает. Потом я буду сравнивать позиции. Вы почему-то представлены тузом меча. То есть вы начинаете против него какую-то тяжбу. Что это за тяжба, которую вы начинаете против него? Но она касается, скорее всего, какого-то предпринимательства, потому что это туз уже жезлов. Может, ваша семья — это как предпринимательство, и где-то неравносильное вложение в семью, да? Например, вы вкладываетесь эмоционально, ментально, а он вкладывается, видимо, только буквально материально, либо же наоборот. Я вижу, конечно, что вы волнуетесь по этому поводу, что вложение у вас неравнозначное. Туз и меча, и туз жезлов. В этом случае туз жезлов — это карта очень хорошая. Эта карта не мешает вам, конечно, отношения продолжать, а наоборот, она говорит о том, что в будущем
все, вот эта война мечевая, да, перейдет на примирение жезловое. То есть все выровняется, и вы начнете понимать друг друга. Какое-то было недопонимание у вас в паре, довольно серьезное, потому что меч уже был выставлен, да, вы выставили друг другу претензии, но и он, и вы испугались, потому что вы дорожите друг другом, и не высказали до конца то, что думаете о друг друге. Правильно сделали, кстати, что остановились. Но вы вот интуитивно остановились, и он интуитивно остановился, не стал высказывать вам все до конца. Это было правильное решение, потому что если бы продолжалась эта война, она могла перейти и в 9 меча, да. Еще хуже, когда 10 меча, то есть это уже новый виток, но в том же ключе. То есть вы остановились в этой войне и теперь ищете примирение. Туз жезлов о том, что вы ищете примирение, вы сама уже поняли, все поняли, и он все понял, естественно. Интересно, что и вы будете строить отношения по тузу жезлов, и он по тройке пентаклей. Эти карты очень подобные. Только лишь разные вы будете использовать инструменты для построения отношений. У вас энергия такая мужская здесь по жезлам, созидательная, мужская, горячая. Вы страстный, горячий человек. Он же более холодный, денежный, да, программатичный, такой логический человек, который не спешит, строит медленно, он знает, что результат будет. Вот он не спешит, каждый день понемножку. А вы очень горячий человек, вам нужен результат сегодня. Если сегодня результата нет, вы начинаете очень-очень нервничать. И переживаете, что вы любите его больше, чем он вас. По этой карте вместе с 7 пентаклей, конечно, да. И поэтому итог всего расклада о том, что вы волнуетесь, были такие моменты и с ним, и с другим мужчиной, когда все разбивалось полностью по башне. Вы волнуетесь, что приходится торговаться с ним за время, которое он вам выделяет, или за средства, или за энергию, которую он на вас тратит. Вы очень переживаете, волнуетесь по этому поводу. Но 6 жезлов, видите, жезловая карта у вас, что вы добьетесь своего, потому что туз жезлов, который вас сейчас характеризует, потом в итоге переходит в 6 жезлов, что в 6 раз больше силы вам будет даваться для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы быть счастливой в этих отношениях, будет даваться в 6 раз больше силы вам. Здорово, все, я перешла на другую сторону, потому что мне нужно начинать делать кельтский крест, а это значит, что крест – символ человека, суть человек ночью и днем. Вот, поэтому кельтский крест – это старинный крест предсказательный, и он еще идет со времен короля Артура. Там такой традиционный очень расклад, на нем основано вообще все тароты. Вот именно вейтовское – это английское таро. Есть еще, конечно, египетское, и итальянское, и французское. Много-много всяких идей, но в принципе это одно и то же, да, только немножко с разными оттенками. Так, посмотрим эти 2 главные карты. Здесь вы как пара, это тоже магия любви. Вы здесь как пара, он на вас, то есть вы сейчас его просто чувствуете, где вы бы ни находились в своем пространстве. Смотрите расклад, вы просто можете считывать его не только в картах, но тоже потому, что видео идет. Потому что сейчас идет это видео, и в этих 2 картах представлены вы, он и вы голографически. Вы можете просто чувствовать на себе его энергетику. Даже сейчас в той комнате, в которой вы находитесь, вы ощущаете его запах, или вот присутствие его идет, энергетическое присутствие, его тело, его дух, да, вот этот дух называется человека, он сейчас в этой комнате, где вы находитесь. Итак, вот эти 2 карты покажут, что вас строит и что противостоит построению. Я хочу сказать, что очень хорошо, поскольку обе карты, они хорошие, поэтому я кладу их наверх, и они теперь обереги ваши, полностью ваши обереги. Понимаете? Ваши лица откроем, это важно тоже. Итак, что вас строит, это 3 чаш. Что строит ваши отношения, это 3 чаш. Карта безусловной любви, когда люди так любят друг друга, по 2 чаш, помните, что дарят друг другу сердце и входят друг другу под кожу, то есть имеют близость. И получается 3 чаша – это продукт их страсти, то есть это их творение. В некоторых случаях это ребенок, если
обоюдное желание иметь детей. У него есть, кстати, здесь желание иметь детей. Либо же это творчество ваше общее. Здесь виноград – это символ творчества. Как, например, дело общее, если вы занимаетесь какими-то общими делами. Или же ваша семья, ваш дом. Дом – это бизнес всегда. Семья – это бизнес. У вас прекрасный дом. Вы заботитесь о том, чтобы развивался дом, чтобы даже дом ваш, как недвижимость, приносил какие-то инвестиции, был в хорошем месте, где высокие продажи, да, домов, где вы могли бы строить свой достаток как семьи. И это то, что атмосфера буквально всего, что между вами было, есть и будет. Это тройка чаш, это карта оберег на очень счастливую семью. Что может противостоять этой атмосфере? Это двойка жезлов. А двойка жезлов – это сильная карта, потому что жезлы самая сильная масть. И здесь есть сила, и слева, и справа защита высших сил, так что вот на вашей паре нет ни сглаза, никакого приворота, ничего этого нет. Хотя хочу сказать вам, что это значит, вы чистились иногда, может быть, недавно на моих чистках, поэтому глаза приворота никакого нет на вашей паре. Но я всем рекомендую время от времени чиститься. Не нужно покупать, тратиться, это все есть в бесплатном доступе. У меня лично в бесплатном доступе. Так что пользуйтесь себе на здоровье. Иногда, конечно, нужно чиститься. Хотя бы раз в неделю. Это вот как доктор прописал всем людям на земле. Да? Я лично чищусь каждый день. Каждый день я должна это сделать и вам советую. А почему? Ну, жезлы, конечно, тоже, может быть, что другие люди не дремлют, да, и тоже энергетику вам посылают всякую, и плюс, и минус, которые имеют, и позитивную, и негативную. Но все-таки, ну, поскольку это карта в позиции, что может помешать, я так ее считаю, но карта очень позитивная. А в правой руке жезл, и он говорит, что он будет стараться. Жезл – это старание, это энергия старания, энергия предпринимательство, а семья, еще раз повторяюсь, это предпринимательство всегда. И в левой руке земной шар, он готов вам отдать весь земной шар. Здесь может быть переезд в вашей паре на новое место жительства. Здесь вам дается сила расширить ваш бизнес, семья как бизнес. Вам дается сила, может, купить даже недвижимость в другой стране. Я знаю, многие покупают недвижимость в таких маленьких странах, как Германия. Ой, извините, Германия. Тоже, кстати, маленькая страна, да? Болгария. Не думаю, что все могут себе позволить недвижимость в Германии, но в Болгарии, наверное, все, или в Мексике, например. То есть вы будете расширять свое царство, королевство. Это, я говорю, все суть символами, и они все очень просто уютные символы действительной жизни. Мы все должны относиться к своему дому как к царству, королевству, безусловно. И здесь очень-очень хороший прогноз на эту тему в вашей семье, в вашей паре. Если вы еще не в браке или у вас нет семьи, вот такая великолепнейшая перспектива у вас будет. На вопрос, что же он думает о вас именно сейчас, эти две карты отвечают с радостью, думают, с любовью, чаши, с любовью и то, что есть перспектива в отношениях. Он думает о вас так. Эта женщина, если только познакомились, мне интересно, она была бы классная, великолепная, перспективная жена, подруга, любимая, друг. Вот все это самое лучшее о вас он думает. А что касается, если вы живете вместе, вот здесь вообще земной шар – это перспектива того, что у вас наладятся отношения, да? Он даст о себе знать, если вы где-то расстались. Всякие люди смотрят с разными обстоятельствами, поэтому я даю разные советы относительно того, что я чувствую в потоке. Ваши отношения вообще строились на том, что четверка жезлов здесь внизу говорит, и он, и вы встретились для того, чтобы жить вместе. Потому что четверка жезлов представляет собой буквально это и есть крепкий фундамент, это и место фундамента, и четверка жезлов это фундамент. То есть нужная карта в нужном месте. Вы встретились в нужное время, в нужный час и в нужном месте. Ваша встреча была предначертана высшими силами. И она дала плоды, виноград. То есть плодотворная была встреча. Очень стабильная карта. Говорит о стабильном положении вещей в вашей паре, которая была с самого начала. Вот когда произошла первая встреча глазами, там уже были мысли о том, что
что-то меня тянет туда, он себе сказал, что-то меня тянет, что-то меня завораживает в этой женщине. Это человек мой. Он как раз в это время уходил от своих каких-то проблем из прошлого, когда вы только встретились. И двойка чаш. Понимаете, он искал себе новую любовь, на новую радость и счастье. И он нашел новую любовь в вас, именно в вас. Замечательно. Здесь двойка чаш все открывает, что его намерения с самого начала были серьезные. Даже если он этого не сказал, ну, он боится вообще, любой мужчина говорить это сразу, да. Но намерения были прямо с самого первого раза, первого дня, самые серьезные. Уходит из ваших отношений то, что напряжение какое-то уходит. Напряжение связано с тем, что он все время пытался ускользнуть от четкого ответа. И почему он пытался ускользнуть? От того, что внутри он не чувствовал себя уверенным. Он не чувствовал себя уверенным в вас. Ему казалось, что вы такая красивая, у вас еще кто-то может быть. Он не был уверен в вас, поэтому уходил, ускользал от ответа четкого. Это король меча. Уходит тоже, вот если вы поссорились, вот эта карта, она прямо говорит о том, что уходит любая ссора, которая была между вами. Это позиция, что уходит навсегда, никогда больше не вернется. И здесь вышел король меча. Мужчина жесткий, резкий, такой мужчина уходит из вашей жизни. Кстати, это может быть другой мужчина, не обязательно этот, о котором вы сейчас спросили, которого вы активировали здесь как голограмму. Это может быть другой мужчина. Уходит какой-то жесткий, неприветливый, недоброжелатель. Кстати, может быть даже и женщина. Все мы знаем, что у нас есть инь и янь, да, женское, мужское, и оно делится буквально поровну в балансированных, здоровых людях. В людях, у которых есть какой-то перекос, не поровну делится. Это может быть какая-то очень жестокая женщина, которая уходит из ваших отношений, может быть его бывшая, может быть мать его, больше не будет уже, нет сил у нее, может она уже старше стала и просто give up, уже больше не будет мешать вам. Какая-то женщина воинственная или мужчина очень воинственный уходит. Это может быть тоже он в такой ипостаси, уже больше воевать он не будет, может повзрослел, стал старше. Очень хорошая позиция, что уходит. Вот здесь что придет скоро, а здесь что придет навсегда. И мы видим, что и в том другом случае что-то хорошее приходит, да? Скоро приходит у нас здесь умеренность, уж лучше карты не придумаешь, то есть это терпение друг к другу, принятие друг друга, какие вы есть, это достижение в паре, это чувствительность, одна нога на земле, одна в воде, чувствительность друг к другу, успех в любви, эти ирисы, которые растут при воде, это успех в любви и фокус на друг друге, потому что ангел переливает из одной чаши в другую, и очень большой фокус на друг друге у вас будет. Ответственность он возьмет за вашу пару, другими словами, да. И десятка меча говорит, что, ну да, истощились все буквально шансы ругаться, потому что 10 это карта чего-то нового, да, а 9 мечей, это значит, вот вы ругались, здесь, и, кстати, она хорошо резонирует с королем меча, и теперь уже все надобность, любая надобность для ссоры, скандалов и недопонимания уже ушла, любая надобность. Вы уже вроде бы все друг другу высказали, что хотели, и все претензии уже высказаны. Будет новый виток жизни, это 10, это новый виток, и теперь все зависит от вас и от него. Будет ли это опять меч, либо же будет это примирение. Чтобы было примирение, нужно послушаться, что написано на карте умеренности. Я только что ее вам описала. Еще третья карта, которая добавляется в эту позицию, это 8 пентаклей, карта созидательная. И она очень равнозвучна тройке пентаклей с этой стороны. Это, кстати, его позиция. Он вообще во всем раскладе представлен пентаклями. Вы в раскладе часто представлены мечами или же жезлами. Поэтому я могу сказать, что у некоторых, теперь это все осознавая, то, что вы увидели здесь, в некоторых парах вот этот король
меча это может быть ваша мама, которая влазила по ненадобности, ну, из-за страха какого-то своего, не знаю, хотела помочь вам, наверное, так. Которая недовольна была им, говорила, что он тебя недостаточно уважает, недостаточно любит, недостаточно тебе подарков дарит и так далее. В общем, она показывала вам все его минусы. Ну, как у каждого человека есть минусы, да? Но почему-то ни об одном его плюсе никогда с ее стороны ни слова не было сказано. Вот это представлена ваша родня вот этой картой мечей. Он очень много представлен пентаклями. Этот мужчина, конечно, тоже масть мечей присутствует где-то, да? Поэтому я могу сказать, что он тоже мог бы подливать масло в огонь, как король меча, немного в эти ссоры. Немного или много. Но сейчас все будет меняться. Он наконец-то вот расцветет, его бизнес поднимется. Он почувствует себя таким уравновешенным королем пентаклей, то есть мужчиной зарабатывающим, да, знающий цену деньгам, цену своего времени, умеющим работать. И формируется такая замечательная пара, как король пентаклей и королева пентаклей. Это, кстати, ваше будущее. Вы будете у него королева пентаклей. И здесь, в вашем будущем, вот, вы, как в будущем, королева, значит, у вас есть король, и он вот король. Так что, если бы этой пары не было, я бы не говорила. Но здесь две парные карты, и они очень большое место силы являются в этом раскладе. Это вы, император и императрица, здесь вы назначили себя, и вы, как его женщина, он ваш мужчина, и вы денежные люди. Но тоже пентакли — это вы ценные друг для друга, вы обладаете качествами, которые для него являются центральными, а он обладает качествами, которые вы цените в нем. То есть вы цените качества друг друга, а значит, вы замечательная пара. И уже не важно, что там сказала его бывшая или его мать, уже не важно, что там подружки вам говорят или вообще, что происходит в вашей жизни, независимо от пары, потому что в паре вы тесные компаньоны в жизни. Семья — это вот компаньоны в жизни. Вы денежная женщина в будущем, с ним навсегда, навеки вечные. Это говорит о том, что у вас будут деньги. И не только деньги от него, потому что вы представлены вот этой позицией, и здесь есть у вас жезл, туз жезлов, а это будет, вы будете чем-то заниматься, что будет вам приносить средства. Так что у вас будут свои деньги, обязательно будут свои деньги. Кстати, очень позитивная карта, кто не знает. Восьмерка чаш — это когда человек до такой степени дисциплинирован. Здесь чаши не валяются как-нибудь, да? Например, как на пятерке чаш. А все организовано, все устроено, ваше время просчитано. Время — деньги, как говорят, да? Вы делаете только то, что приносит вам достаток, приносит средства, приносит дивиденды, приносит выигрыш. Это могут быть дивиденды в любви или дивиденды в вашем бизнесе. То есть у вас все по полочкам, все по местам. Вы такой человек, который можете идти по своему ежедневнику. Вы знаете цену времени. Вы серьезная женщина, которая умеет любить. По пентаклям вы серьезная женщина, а по чашам та, которая умеет любить. И вы не боитесь каждый день начинать по-новому. У вас ничего не брошено на самотек, ни одного слова пустого вы не говорите здесь, да? Это ваше будущее, все я считываю. Ни одного дела вы не бросаете в полсилы, вы все заканчиваете, доводите любое дело до конца. Ну, например, с детьми, да? Очень грамотно воспитываете детей, если они у вас есть. Например, дом ведете очень грамотно, когда и он знает свои обязанности в доме, и вы знаете. И это не обязательно женские и мужские обязанности. Может, вы любите гвозди прибивать, а он любит на кухне магичить. Правда? В каждой паре это свое, в каждой паре свои правила. Никто не имеет права, ни ваша мама, тем более, говорить вам, что там должен мужчина гвоздь забить. А может, это ваше хобби гвозди забивать, а его хобби стирать. Да, потому что стирать, забивать гвозди, заметать, мыть пол, это же все суть медитации, освобождение головы, да. Может, у вас разные роли. Факт тот, что вы готовы каждый день начинать наново, и вам интересно жить на свете. Вам интересно жить будет на свете с ним.
потому что будет большая любовь. 8 – это бесконечные возможности в любви. Будет большая любовь, будут большие чувства, и тоже будут средства. Со временем и вы заведете свое дело, потому что королева Пентаклей – женщина, которая сама предприниматель. Тем более, когда я смотрю другие позиции, чтобы проверить, правильно я считала карту или нет. Они ведь сейчас, здесь вся эта энергетика очень интересно, красиво смешана. Да, туз жезлов указывает, что вы сейчас в начале пути. Вот-вот у вас проклевываются идеи, как вам сделать себя богатой. Естественно, у него будут деньги, но когда вы сами заработаете денег, это большая радость. И даже не в деньгах дело, сколько их там и так далее, а что вы своими руками, своей головой достигли какого-то результата, да? Поэтому вот так здесь получается. Очень хорошие карты в будущем. 8 – бесконечная любовь с ним. Денежная женщина будете при денежном мужчине. И отношения будут постоянно строиться. 3 – это бесконечное продолжение строительства отношений. Советы даются не смотреть назад, не смотреть то, что не вышло, и не думать, что опять что-то будет плохо, потому что 6 жезлов показывает, что отныне будет только победа. Отныне все будет очень хорошо. Сейчас, если у вас есть желание, вы можете напитать своих двойников, которые здесь, император и императрица, напитать этой великолепной энергией карт. Здесь много парных. 3 чаш и 3 пентаклей. Угу. Это очень хорошо, это хороший очень знак. 3 чаш, 3 пентаклей. Королева пентаклей, король пентаклей. Вы понимаете сами, да? Что любовь и достаток. В этой паре любовь и достаток. И 2 чаш – это вообще карта самого такого момента, когда ничего ему не жалко для вас, и вам ничего не жалко для него. Это вот такой момент любви безусловной, который был с самого начала, потому что вы ушли, и он, и вы ушли от трудностей, когда встретились. Вот это ощущение свадьбы, праздника, 4 жезлов, стабильное ощущение праздника в отношениях. Это очень хорошая карта. 4 жезлов – это праздник в отношениях. Каждый день праздник в отношениях. Это на всю жизнь у вас. Я сейчас буду закругляться с раскладом. И здесь здорово. Я просто считываю вашу сильную энергетику пары, потому что вы загадали как двойников его и себя. И просто напитали себя им, и его напитали собой, и энергией любви, и богатства, достатка в семье. А хочу сказать, что мужчина, который не смотрит эти расклады, ваш мужчина, если он не смотрит, кстати, зря он так и делает, но никого не нужно заставлять, да, каждый хозяин-барин, он все равно получает полезное качество этого расклада, что вы смотрите, вы загадали его, то есть вы вложили его характеристики в эту карту, вы смотрите, а это значит, что и он будет улучшаться, его лучшее качество будет подниматься в результате этого расклада. Раскрываться расклад Номали раскрывается где-то вот от 3 до 5-7 дней. Вот так мои расклады. Они медленно раскрываются, потому что подсознание, оно вот не так не бывает. Оно постепенно исправляет минусы на плюсы относительно картам, конечно. Вы знаете, здесь столько можно сделать оберегов, что я даже не знаю, с какой карты начинать. Я собираю расклад литургически. И пока я расклад собираю, я делаю для вас обереги, чтобы вы могли продолжать напитывать свою пару энергией любви. Между вами безусловная любовь, взаимопонимание, взаимоуважение. Не зря раньше называли муж и жена друг друга на «вы», да? На «вы», показывая взаимоуважение друг другу этим. Здесь все для вашего счастья на этом раскладе. Я, может быть, увеличу экран, чтобы вы могли наслаждаться этим, пока я карты собираю. Я продолжаю собирать карты, продолжаю работать над окончанием расклада, что тоже, кстати, энергетически очень сильный момент. Завершение расклада – это как аминь в молитве.
И без завершения расклада расклад просто не может исполниться. По этой причине так работает моя методика, и приглашаю вас досматривать расклады до конца. Если эта магия, которую я делаю на картах, это белая, созидательная магия. Потому что магия это все. Даже священник, когда венчает любовь, он делает самую сильную магию, кстати. Так что жизнь это магия. Если я вам магически помогаю, можно поставить лайк, послать донат у меня на сайте и получить там благодарность. Эзотерическое видео, которое прямо возле доната есть. Кстати, на сайт перейти легко. Это kolenatarot.com, есть переход под каждым видео. Если нет возможности послать донат, можно, конечно, поделиться видео или ответить на чей-то комментарий. Таким образом вы улучшаете свои шансы на успех. Когда мы что-то делаем для других, как бы другой человек рассказал о себе, а вы его поддержали в комментариях, да, мы немножко отдаляемся от своей проблемы, и проблема начинается по магии решаться. Если мы проблемы всегда держим в себе, это очень вредно для нас, да. Поэтому расклады, они тоже вынимают проблему на поверхность вашу, и таким образом тоже исцеление получается. Магия раскладов в этом. Ну что ж, можно сделать скриншот. Вот такая магия вашей любви здесь. Я с нетерпением буду ждать вас на следующих видео. Всем всего самого лучшего и до новых встреч. Пока!